Рассказы у камина. Дед Матвей и малахит Урала. Уральские горы ревностно хранят свои богатства. Не каждый может унести их с собой без разрешения. Эту историю я услышал от участника нашего похода Андрея. Вечером у костра он поведал нам этот удивительный случай, произошедший с его дедом Матвеем. В те далекие времена деду Матвею было лет 20. Но несмотря на свой молодой возраст, он являлся опытным охотником и хорошо ориентировался в тайге. Однажды Матвей отправился на охоту и, добыв дичи, возвращался домой. По дороге, совершенно случайно, Матвей набрел на старый еще XVIII века рудник. Недалеко от входа он нашел большую величиной с арбуз глыбу малахита. Малахит – это очень красивый и ценный самоцвет. Из него мастера-камнерезы делают удивительные произведения искусства. Вазы, шкатулки, статуэтки и множество других изделий. Он взял камень, положил его в вещмешок и отправился домой. До деревни оставалось пару дней пути. Предстояло обойти небольшое болото и выйти к реке. Матвей решил за оставшийся день обойти это болото и уже у реки остановиться на ночлег. Двигаясь вдоль болота, мужчина заметил, что перестали петь птицы, и наступила странная тишина. Он повернул голову и глянул в сторону болота. На одном из возвышений среди топи стояла удивительно красивая девушка. От неожиданности Матвей остановился. Девушка была в длинном светло-зеленом платье и с распущенными волосами. Этот наряд и волосы не соответствовали таежной атмосфере. В платье, в тайге. Матвей поднял руку и помахал девушке. Она помахала ему в ответ. И здесь произошло очень странное. Матвей опустил руку и сделал несколько шагов навстречу девушке. Все местные жители прекрасно знают, что с болотом шутить нельзя. Всегда нужно смотреть, куда ступаешь. Если есть сомнения, то необходимо палкой прощупать глубину. Всего этого Матвей не сделал, а пошел вперед, как зачарованный. Через несколько шагов Матвей погрузился в болото по самую грудь. Над головой заухал филин. Оцепенение прошло. Он с трудом снял вещмешок и с невероятным усилием дотянулся до ветки кустарника. Матвей сумел вытянуть себя на сушу. В изнеможении он лег на спину и поглядел на болото. Вокруг никого не было. Птицы снова продолжали свое щебетание. Матвей поднялся. Ружье осталось с ним. А вот вещмешок с провиантом и малахитовым самоцветом бесследно утонули в болоте. Через 2 часа он был уже у реки, а на следующий день дома. Когда дед рассказал мне эту историю, я спросил: «Как могло случиться, что ты потерял только камень?» Дед помолчал, а потом задумчиво сказал: «Я пошел в тайгу за дичью. Ее я и принес. Малахитовый камень не моя добыча. Я не был мастером по камню, и Урал не разрешил забрать его с собой. А то, что взято против воли, обычно носит мистический трагический характер. Наверное, это касается не только Урала, но и всего социума. Только трагедию сразу не видно. Она растягивается во времени, и ее последствия также». Сумерки сгущались. Костер догорал.